Альберт Эйнштейн родился в Германии в городе Ульм 22 марта 1879 года. С раннего детства он проявлял выдающиеся способности, однако его первое впечатление на окружающих было далеко от гениальности. Мальчик, которому в детстве ставили диагноз «молчаливый», долго не мог начать говорить. Его родители беспокоились о том, что он может отставать в развитии. Но со временем Альберт начал говорить. И именно тогда его гениальный ум начал проявляться. Его интерес к науке зародился в возрасте около 5 лет, когда он получил в подарок компас. Этот простой инструмент заворожил его, и он стал задаваться вопросами о том, как работает мир. Любопытство молодого Эйнштейна не знало границ. Он изучал природу, обожал читать и мечтал о путешествиях в неизведанные места. В школе его не всегда считали примерным учеником. На уроках математики и физики он проявлял выдающиеся способности, но в других предметах, таких как языки, ему было сложно сосредоточиться. Семья Эйнштейна переехала в Мюнхен, где Альберт продолжил обучение. Именно в это время он начал увлекаться научной литературой. В возрасте 13 лет он прочитал критическое рассуждение Исаака Ньютона, и это произведение произвело на него сильное впечатление. Его страсть к физике и математике росла, и вскоре он стал проводить долгие часы в библиотеке, погружаясь в мир науки. Несмотря на его выдающиеся способности, система образования не приняла его. В возрасте 16 лет Альберт покинул школу и отправился в Швейцарию, где продолжил образование в Политехническом институте. Там он столкнулся с новыми вызовами, но упорство и преданность науке помогли ему преодолеть все трудности. Его однокурсники быстро заметили, что этот юноша обладает уникальным мышлением и нестандартным подходом к решению задач. Сложности в учебе не остановили его, и именно в эти годы он начал разрабатывать свои первые научные идеи. Восхищение физикой и необъяснимыми явлениями мира стало основой его будущих исследований. Неудивительно, что на протяжении всей своей жизни Альберт оставался мечтателем и искателем истины, стремясь понять законы, управляющие Вселенной. Размышляя о том, как маленький Альберт стал гением, нельзя не упомянуть о его уникальных увлечениях, которые также сыграли важную роль в формировании его личности. Музыка, например, стала одним из его главных хобби, и благодаря ей он нашел способ выразить себя. Как же его любовь к музыке повлияла на его научные идеи, узнаем в следующей главе. Музыка занимала особое место в жизни Альберта Эйнштейна с раннего возраста. Он начал играть на скрипке, когда ему было всего 6 лет. Этот инструмент стал для него не только средством самовыражения, но и настоящей отдушиной. В музыкальных звуках юный Эйнштейн находил гармонию, что помогало ему справляться со стрессом и переживаниями. Его мать, уверенная в том, что музыка развивает ум, поддерживала сына в этих увлечениях, и вскоре скрипка стала его верным спутником. Музыка не просто увлечение для Эйнштейна, она стала его способом мышления. Многие из его идей, как он сам признавался, возникали во время игры на скрипке. Он часто играл произведения Баха и Моцарта, находя в их музыке вдохновение. Альберт считал, что музыкальные паттерны и математические концепции имеют много общего. Это увлечение стало важным аспектом его жизни и творчества, а также повлияло на его научные исследования. Именно в эти моменты, когда он создавал музыку, его ум был свободен от ограничений, и он мог думать нестандартно. Позже, будучи молодым ученым, Эйнштейн часто организовывал музыкальные вечера, на которых собирались его друзья и коллеги. Эти мероприятия помогали ему не только расслабиться, но и обменяться идеями с единомышленниками. Музыка стала частью его социальной жизни, и именно на таких встречах он знакомился с интересными личностями и обсуждал новейшие открытия в науке. Одним из таких знаковых событий стало знакомство с выдающимся физиком и другом Эйнштейна, Максом Планком. На одном из музыкальных вечеров Эйнштейн и Планк вместе исполнили несколько музыкальных произведений, что укрепило их дружбу и взаимодействие в научном мире. Музыка помогала ему налаживать связи с коллегами и создавать плодотворную атмосферу для обсуждения идей. Эйнштейн нередко подчеркивал, что музыка учит дисциплине и развивает креативность. Часто работая над сложными научными задачами, он делал перерывы, чтобы поиграть на скрипке. Этот процесс помогал ему освежить мысли и вернуться к работе с новыми силами. Он утверждал, что музыкальный слух позволяет ему лучше понимать структуру и закономерности в науке. Любовь к музыке не только обогащала его внутренний мир, но и служила катализатором для научных открытий. Это увлечение сформировало его уникальный взгляд на мир и позволило ему соединить искусство и науку. В этот период жизни Эйнштейн начал осознавать, что энергия и гармония, присутствующие в музыке, могут быть аналогичны тем законам, которые он стремился разгадать в своей научной деятельности. Секреты его увлечений не ограничивались только музыкой. За его спиной стояли странные знакомства и интересные связи с великими умами того времени, которые также повлияли на его жизненный путь. Как же эти встречи с влиятельными личностями отразились на его научных взглядах и личной жизни? Узнаем далее, когда заглянем в мир друзей и врагов великого ученого.
Первый научный успех Альберта Эйнштейна был связан с его работой в патентном бюро в Берне, где он начал свою карьеру в начале 20 века. В это время ему было всего 26 лет, и он продолжал развивать свои идеи, не дожидаясь официального признания. В 1905 году он опубликовал 3 революционные статьи, которые изменили представление о физике и стали основой для его дальнейшей карьеры. Первая из этих статей касалась фотоэлектрического эффекта. Эйнштейн предложил радикальную идею о том, что свет можно рассматривать как поток частиц, которые он назвал фотоны. Это открытие объясняло, как свет может вызывать электрические реакции в материале и позже стало основой для создания солнечных панелей. Это было не просто очередное открытие в теории, оно имело практическое применение и стало ключевым моментом в развитии квантовой механики. Вторая статья касалась броуновского движения, случайного движения частиц, взвешенных в жидкости. Альберт объяснил это явление, применив статистическую механику и молекулярное движение. Его выводы подтвердили существование атомов и молекул, что значительно укрепило теоретическую основу физики и противоречило устоявшимся взглядам того времени. Эта работа не только привлекла внимание научного сообщества, но и стала важной вехой в понимании термодинамики. Третья статья была посвящена специальной теории относительности. Эйнштейн представил концепцию, что время и пространство не являются абсолютными величинами. Он предложил знаменитую формулу EMC2, которая связала массу и энергию, открывая путь для дальнейших исследований в области ядерной физики. Это открытие стало настоящим научным прорывом и перевернуло представление о физическом мире. Эйнштейн показал, что время может растягиваться или сжиматься в зависимости от скорости объекта, что кардинально изменило представление о движении и взаимодействии тел. Эти 3 статьи не остались незамеченными. Научное сообщество начало обращать внимание на молодого ученого, и вскоре он стал известным именем в физике. Его идеи повлияли на дальнейшее развитие науки и изменили понимание законов природы. Однако, несмотря на этот успех, Альберт не останавливался на достигнутом и продолжал работу над новыми теориями и экспериментами. На этом этапе его жизни начинаются интересные личные отношения, которые в дальнейшем повлияют на его карьеру. Странные знакомства с другими учеными и их взгляды также откроют новые горизонты в его научных изысканиях. Как же его взаимодействие с коллегами и друзьями сформировали его видение науки и личной жизни? Узнаем в следующей главе, когда погрузимся в тайны брака и расставания Эйнштейна, а также их влияние на его карьеру и научные открытия. Альберт Эйнштейн был не только выдающимся ученым, но и человеком, чья личная жизнь полна загадок и сложностей. Его брак с Милевой Марич, однокурсницей по Политехническому институту, стал важным этапом в его жизни, но в то же время и источником многих тайн. Их встреча произошла в 1896 году, и вскоре между ними завязалась романтическая связь. Милева была не только его супругой, но и единомышленником, разделявшим его страсть к науке. Вместе они исследовали сложные физические концепции, и ее вклад в его работы, особенно в ранние годы, остается предметом обсуждений среди историков науки. Однако, несмотря на их совместные достижения, брак Эйнштейна вскоре начал трещать по швам. В 1912 году они расстались, и это расставание стало настоящей сенсацией. Милева, имея свои амбиции и мечты, столкнулась с трудностями в поисках признания в мужском мире науки. Она даже написала несколько статей, которые позже подписывал Альберт. Эти совместные усилия подчеркивают, насколько сложными и запутанными были их отношения. Альберт и Милева поженились в 1901 году, и на тот момент у них уже был сын, Ханс Альберт. Вскоре после этого родился и их второй сын, Эдуард, который страдал от психического расстройства. Уход за детьми добавлял еще больше стресса в их отношения. Альберт, погруженный в научную работу, часто оставлял Милеву одну с проблемами, что способствовало нарастанию напряженности в их семье. Эти обстоятельства стали источником постоянного конфликта между супругами, и вскоре их пути разошлись. Решение о разводе было принято в 1915 году, и это событие повлияло как на их личную жизнь, так и на карьеру Эйнштейна. Однако расставание не было простым. Альберт согласился выплачивать Милеве денежные средства, особенно после получения Нобелевской премии в 1917 году. В этом контексте стоит отметить, что его успех в науке был неразрывно связан с его личной жизнью, и потеря поддержки Милевы стала чувствительным ударом для великого ученого. После развода Эйнштейн женился на своей кузине Эльзе, однако, несмотря на новую любовь, тень его первого брака всегда оставалась с ним. Эльза не только была его женой, но и активно помогала ему в научной деятельности. Она организовывала его работу, поддерживала его, однако воспоминания о Милеве и их совместной жизни не оставляли Эйнштейна в покое. Именно благодаря этим сложным отношениям, а также личным переживаниям, Эйнштейн стал еще более углубленно подходить к своим исследованиям. Его научные достижения и личные драмы переплетались, создавая уникальную картину жизни великого ученого. Каждый успех и неудача в браке отражались в его работах, и это создало особую динамику в его научных поисках.
Загадка его отношений с Милевой, их совместные усилия и последующие разногласия стали важной частью его биографии. Эти моменты не только влияли на его личность, но и на его вклад в науку. Как же личные связи Эйнштейна сформировали его дальнейшие научные взгляды и взаимодействие с коллегами? В следующей главе мы погрузимся в мир его друзей и врагов, чтобы понять, как они повлияли на его научные открытия и жизнь в целом. Альберт Эйнштейн, несмотря на свою гениальность, часто взаимодействовал с людьми, чьи судьбы были не менее интересными, чем его собственные. Среди его друзей и оппонентов были как признанные ученые, так и менее известные личности, каждая из которых оставила свой след в жизни великого физика. Например, одним из его ближайших друзей был Макс Планк, основатель квантовой теории. Их дружба началась в начале 20 века, и порой она была крепче, чем многие семейные узы. Планк, который был почти вдвое старше Эйнштейна, стал для него не только учителем, но и защитником, поддерживающим его идеи в научном сообществе. Однако не все знакомства были столь дружелюбными. Альберт также столкнулся с крупными противниками. Одним из них был Нильс Бор, с которым у него развились острые споры о квантовой механике. Эти разногласия, хотя и конфликтные, способствовали развитию научной мысли. Эйнштейн предпочитал классическую физику, основанную на детерминизме, в то время как Бор продвигал идеи вероятностного подхода, что приводило к глубоким дискуссиям. Их споры стали известны как Бор-Эйнштейнские споры, привлекая внимание ученых всего мира. Среди друзей Эйнштейна были также такие известные ученые, как Лев Ландау и Эрвин Шрёдингер. Эти встречи стали основой для обмена идей и теорий, которые в будущем оказали значительное влияние на развитие физики. Эйнштейн часто приглашал их на музыкальные вечера, где дружеские беседы нередко переходили в обсуждение актуальных научных вопросов. В таких непринужденных условиях возникали многие идеи, которые затем перерастали в серьезные исследования. Не стоит забывать и о его противниках среди политиков. В 20-е и 30-е годы Альберт Эйнштейн стал известен как активный борец против фашизма и милитаризма. Его критика правительства Германии и поддержки сионизма привела к тому, что Эйнштейн стал мишенью для нападок со стороны нацистов. Они объявили его врагом народа, а его работы подвергались критике и даже сжиганию. В это время Эйнштейн активно общался с другими учеными и интеллектуалами, которые разделяли его взгляды и стремились защитить демократические ценности. Среди них был и американский физик Джон фон Нейман, который стал одним из первых, кто поддержал Эйнштейна в его борьбе против нацистского режима. Их дружба стала символом совместной борьбы за человечность и науку в ту непростую эпоху. Эйнштейн также взаимодействовал с другими выдающимися личностями, такими как Бритни Брандт, философ и социолог, с которой его связывали идеалы прогресса и социальной справедливости. Эти связи и взаимодействия формировали характер Эйнштейна как ученого и человека. Каждое знакомство обогащало его личный и научный опыт, позволяя ему развивать свои идеи в новых направлениях. Осознание того, что его работы могут иметь реальные последствия для общества, лишь усиливало его стремление продолжать исследования и активное участие в обсуждении важных социальных и политических вопросов. Каждое знакомство, как положительное, так и конфликтное, способствовало формированию Эйнштейна как личности и ученого. Его жизнь была неразрывно связана с теми, кто его окружал, и именно общение с различными личностями обогатило его взгляды и научные достижения. Как же личные связи Эйнштейна повлияли на его дальнейшие исследования и научную деятельность? Узнаем в следующей главе, когда погрузимся в шокирующие идеи великого ученого, которые перевернули представление о физике и космосе. В 20 веке Альберт Эйнштейн не только изменил представление о физике, но и предсказал существование черных дыр, не имея на тот момент ни малейшего представления о том, как это событие повлияет на всю науку. В своей работе по общей теории относительности, опубликованной в 1905 году, он предложил революционные идеи о том, как гравитация влияет на пространство и время. В основе его теории лежал принцип, что массивные объекты, такие как звезды и планеты, искривляют пространство-время вокруг себя, создавая эффект, аналогичный тому, что происходит на поверхности натянутого листа. Эта концепция открыла двери к пониманию более сложных астрономических явлений. В 1910 году Эйнштейн начал глубже исследовать последствия своей теории. Он сформулировал уравнения, описывающие динамику пространственно-временных кривых и их влияние на световые лучи. Эти уравнения привели к интересному выводу. Когда массивное тело исчерпывает свое топливо, оно может коллапсировать в точку с бесконечной плотностью и нулевым объемом, создавая что-то, что мы сейчас называем черной дырой. Примечательно, что сам Эйнштейн не верил в возможность существования черных дыр, считая их математическим излишеством. Однако его уравнения не оставляли места для сомнений. В 1930 году астрономы начали использовать телескопы, чтобы наблюдать за небесными телами, и вскоре стали замечать необычные астрономические явления, которые могли указывать на присутствие черных дыр.
Эти наблюдения постепенно начали подтверждать теорию Эйнштейна, хотя сам ученый не дожил до момента, когда черные дыры стали общепризнанными объектами в астрономии. Сложности в понимании черных дыр возникли из-за их экстремальных свойств. С точки зрения классической физики, черные дыры представляют собой области пространства, где гравитация настолько сильна, что ничто, включая свет, не может покинуть их пределы. Этот феномен шокировал ученых и привел к множеству споров в научном сообществе. В последующие десятилетия другие ученые, такие как Джон Уиллер и Стивен Хокинг, продолжили развивать концепцию черных дыр. Результаты их работы подтверждали идеи Эйнштейна и открывали новые горизонты в астрофизике. Чем больше ученые исследовали черные дыры, тем больше удивительных открытий делали. К примеру, в 1963 году Хокинг обнаружил, что черные дыры не являются абсолютно черными. Они могут испускать радиацию, что впоследствии стало известно как хокинговское излучение. Это открытие изменило представление о черных дырах и побудило ученых задуматься о том, как они взаимодействуют с окружающей средой. Как только черные дыры начали становиться частью научного дискурса, интерес к ним только возрастал. Астрономы начали обнаруживать все больше доказательств их существования, включая наблюдения за рентгеновским излучением, исходящим от материи, падающей в черные дыры. Эти находки подтверждали предсказания Эйнштейна и давали возможность ученым лучше понять, как работают самые загадочные объекты во Вселенной. Следовательно, открытия Эйнштейна о черных дырах стали одной из основополагающих вех в астрофизике. Его идеи не просто предсказали существование этих загадочных объектов, но и способствовали возникновению нового направления в науке, которое продолжает развиваться и по сей день. Научные изыскания по черным дырам позволяют не только углубить понимание нашего мира, но и задаться вопросами о структуре самой Вселенной. Эта концепция открыла глаза ученым на многие загадки природы, и Эйнштейн стал одним из первых, кто бросил вызов традиционному мышлению о гравитации и пространстве. Тем временем Эйнштейн продолжал свое исследование не только в области физики, но и в социальных вопросах, становясь активным участником политической жизни своего времени. Как его идеи о черных дырах перекликались с его взглядами на общество и человечество? Ответы на эти вопросы мы найдем, когда обратим внимание на его политические интриги, произошедшие в Соединенных Штатах, и его борьбу с фашизмом. Альберт Эйнштейн после переезда в Соединенные Штаты в 1933 году столкнулся с совершенно новой реальностью. Он оставил свою родину, Германию, где нацисты пришли к власти и начали преследовать интеллектуалов и ученых. В этом новом контексте Эйнштейн стал не просто выдающимся физиком, но и активным участником политической борьбы. Он понимал, что его голос может оказать влияние на общественное мнение и помочь в борьбе с фашизмом, который угрожал всему человечеству. В Соединенных Штатах Эйнштейн продолжал свои научные открытия, однако его внимание также сосредоточилось на политических вопросах. Он выступал за права человека, мир и свободу, активно поддерживая еврейскую общину и другие меньшинства. В это время он стал активным членом Американского антифашистского комитета, где делал все возможное для распространения информации о преступлениях нацистского режима. Его статьи и выступления стали важными инструментами в борьбе с фашизмом, и его влияние на общественность только росло. В 1940 году Эйнштейн подписал письмо, адресованное президенту Франклину Делано Рузвельту, в котором предупреждал о возможной разработке атомного оружия нацистами. Это письмо стало триггером для создания Манхэттенского проекта, программы по разработке ядерного оружия в США. Эйнштейн, хотя и не принимал непосредственного участия в проекте, осознавал важность своих слов и их последствия. Он понимал, что если нацисты получат доступ к такой мощи, это может привести к катастрофическим последствиям. Однако, несмотря на свою активную политическую позицию, Эйнштейн также испытывал внутренние противоречия. Он был пацифистом и всегда выступал за мирные решения конфликтов. В связи с этим, после завершения Второй мировой войны, он стал одним из первых, кто начал предупреждать о последствиях использования ядерного оружия. В 1945 году он подписал открытое письмо, призывающее к международному контролю над атомной энергией, тем самым подчеркивая свою обеспокоенность по поводу будущего человечества. Так же, как его научные работы произвели революцию в физике, его политическая активность оказала ощутимое влияние на общественное сознание. Эйнштейн не только боролся с фашизмом, но и стал голосом предупреждения о возможных угрозах, которые несет с собой ядерная энергия. Он активно участвовал в различных конференциях и мероприятиях, посвященных миру и безопасности, продолжая поднимать важные вопросы о роли науки в обществе. К тому времени, когда Эйнштейн стал известным в США, его личность и достижения начали вызывать внимание не только среди ученых, но и среди широкой общественности. Он стал символом борьбы за права человека и свободу мысли. Его имидж как защитника демократических ценностей привлекал к нему множество поклонников и последователей. Эйнштейн стал не просто ученым, но и фигурой, на которую обращали внимание политики и общественные деятели. С течением времени его политическая активность продолжала расти.
Эйнштейн открыто выступал против расизма и ненависти, активно поддерживая движение за гражданские права в Соединенных Штатах. Он считал, что научные открытия должны служить благу человечества, а не его разрушению. Эта позиция позволила ему установить тесные связи с другими активистами того времени. В результате годы, проведенные Эйнштейном в Соединенных Штатах, стали не только временем его научных достижений, но и периодом его активной борьбы за справедливость и свободу. Этот опыт сформировал его как человека и ученого, готового стоять на страже ценностей, которые он считал важнейшими. Пройдя путь от гения физики к общественному деятелю, Эйнштейн оставил глубокий след в истории, который продолжает оказывать влияние на мир и по сей день. Как его жизнь и работы перекликались с его взглядами на общество и человечество? Узнаем, когда в следующей главе обратим внимание на последние годы его жизни, полные загадочных болезней и глубоких размышлений о будущем человечества. В последние годы своей жизни Альберт Эйнштейн столкнулся с множеством сложных и загадочных привычек, которые не только отразили его физическое состояние, но и, возможно, повлияли на его научные идеи. На протяжении десятилетий Эйнштейн был известен своим неугасимым умом и активной жизненной позицией. Однако с середины 40-х его здоровье начало ухудшаться. В 1945 году он перенес операцию на брюшной полости, которая оказалась сложной и долгой. После операции его состояние оставалось нестабильным, и это заставило окружающих волноваться о будущем великого ученого. Несмотря на физические недомогания, Эйнштейн продолжал работать над научными проектами. В это время он сосредоточился на поисках объединенной теории поля, стремясь связать электромагнетизм и гравитацию в одну теорию. Он понимал, что это будет его последняя надежда на оставление научного наследия, и его страсть к науке оставалась непоколебимой. Однако каждое новое исследование требовало от него все больше усилий, и с возрастом это становилось все сложнее. Ему часто приходилось делать перерывы, чтобы восстановить силы. Параллельно с научной работой Эйнштейн продолжал оставаться активным участником общественной жизни. Он выступал на различных конференциях, делая акцент на важности науки в мире, полном конфликтов. Его политические взгляды не изменились, и он часто поднимал вопросы о ядерной безопасности и необходимости мирного сосуществования. Однако его здоровье заставляло его иногда откладывать некоторые мероприятия. Например, он был вынужден отказаться от участия в нескольких конференциях, что вызывало беспокойство у его друзей и сторонников. В 1953 году Эйнштейн оказался в больнице с симптомами, напоминающими сердечный приступ, что еще больше усугубило его состояние. Это событие стало тревожным сигналом для его близких, и его друзья начали настоятельно советовать ему больше отдыхать. Тем не менее, Эйнштейн оставался преданным науке, и это желание продолжать исследовать мир оставалось с ним до самого конца. Загадочные болезни, с которыми столкнулся Эйнштейн, не поддавались однозначному диагнозу. Он часто жаловался на боли в груди и проблемы с пищеварением, что вызывало беспокойство у его врачей. Врачи вели плотный мониторинг его состояния, однако без видимого успеха. Сам Эйнштейн никогда не терял надежды и продолжал работать, несмотря на физическую боль. В последние месяцы своего существования он сосредоточился на своих размышлениях о будущем человечества и на том, какую роль наука должна играть в этом будущем. Его письма и записи того времени полны размышлений о том, как наука может служить обществу и как важен моральный аспект научных открытий. Эйнштейн продолжал писать как научные статьи, так и личные письма, в которых делился своими мыслями о том, что значит быть ученым в мире, полном страха и напряженности. Невзирая на ухудшающееся состояние здоровья, Эйнштейн продолжал вдохновлять молодежь и ученых по всему миру. В своих последних интервью он делился надеждой на то, что будущие поколения смогут жить в мире и гармонии, используя науку и знания для улучшения жизни. В конце жизни Альберт Эйнштейн стал символом стремления к знаниям и пониманию, продолжая вдохновлять и оставляя после себя наследие, которое будет изучаться и цениться еще многими поколениями. Спустя короткое время, в 23 апреля 1950 года, Эйнштейн ушел из жизни. Его уход оставил значительную пустоту в мире науки и культуры. Независимо от физических недомоганий, он продолжал оставаться философом и ученым, чьи идеи изменили понимание законов природы. Вспоминая о его жизни, мы можем только восхищаться тем, как он смог сочетать свои научные достижения с активной позицией в обществе. Наследие Эйнштейна продолжает быть актуальным, и его идеи о мире и науке остаются важными для будущих поколений. Наследие Альберта Эйнштейна сегодня охватывает не только его величайшие научные открытия, но и глубокое влияние, которое он оказал на общество и человечество в целом. Его идеи изменили парадигму физики и открыли новые горизонты понимания природы. Эйнштейн оставил после себя не просто формулы и теории, но и целую философию подхода к науке. Его самая известная формула МС2, связывающая массу и энергию, стала символом научного прогресса, а также основой для дальнейших исследований в области ядерной физики. По мере того, как научные исследования продолжали развиваться, идеи Эйнштейна стали основой для новых открытий.
Его специальная и общая теории относительности оказали значительное влияние на астрономию и космологию. Благодаря его трудам стало возможным объяснить явления, такие как искривление света вокруг массивных объектов и расширение Вселенной. Исследования о черных дырах, которые Эйнштейн лишь предсказал, вскоре стали одной из самых интересных тем в астрофизике. Ученые, такие как Стивен Хокинг, продолжили развивать его идеи, делая удивительные открытия, которые расширили наше понимание Вселенной. В мире технологий наследие Эйнштейна также было ощутимым. Его работы по квантовой механике стали основой для создания множества технологий, включая лазеры и транзисторы, которые стали основой для современных компьютерных технологий. Устойчивый интерес к его открытиям и их последствиям продолжается и сегодня, когда новые поколения ученых исследуют идеи, которые Эйнштейн разработал более 100 лет назад. Наряду с его научным наследием Эйнштейн также стал символом борьбы за права человека и социальную справедливость. В период своей жизни он активно выступал против войны, расизма и фашизма, что сделало его не только выдающимся ученым, но и важным общественным деятелем. Его активность в этих вопросах вдохновила многих людей, и его идеи о мире и свободе остаются актуальными в современном обществе. Эйнштейн поднимал важные вопросы о роли науки в обществе и о том, как научные достижения могут быть использованы на благо человечества. После его смерти в 1950 году его наследие продолжает жить. Научные исследования, основанные на его открытиях, не только продолжаются, но и расширяются. Эйнштейн стал легендой, и его имя стало синонимом гениальности. В образовательных учреждениях по всему миру его работы становятся частью учебных планов, и новый взгляд на физику, который он представил, продолжает влиять на мышление студентов и ученых. Таким образом, наследие Эйнштейна простирается далеко за пределы его научных открытий. Он стал символом стремления к знаниям и прогрессу. Его идеи о мире, свободе и социальной ответственности вдохновляют молодежь и ученых по всему миру. Альберт Эйнштейн не только изменил физику, но и стал символом надежды на лучшее будущее для человечества, и его влияние ощущается до сих пор.